Я познакомился впервые с компанией Pimax во время их сбора средств на Кикстартере. Нет, конечно, я знал про их 4К шлем, но без позиционного трекинга он мне был не интересен. А тут шлем с 8К, да еще за 500 баксов. Ну, была не была, закину. 3 ноября 2017 я закинул деньги и стал ждать. На тот момент компания собрала уже $3 миллиона и не собиралась замедляться. 6 ноября сбор средств завершился и было получено $4 236 618 от 5946 бэкеров. Шлемы были обещаны в январе. И в середине ноября я получил Pimax 5K+. Шлем, присланный мне, был дефектным, что было отмечено самой компанией после общения с поддержкой, и они попросили меня отправить его на склад в Великобритании. Что я и сделал в начале декабря. И вот конец февраля, и поддержка Pimax уверяет меня, что скоро я получу шлем. Но я им не верю, и вот почему. 7 декабря меня просят отправить неработающий шлем к ним на склад. На что я отвечаю: хорошо, вы оплатите мне пересылку, и что насчет 27 евро, что я оплатил за импорт шлема из Китая? Ответом было: мы оплатим доставку шлема, который мы вам отправим. Большое спасибо. Я отправил шлем 15 числа, предоставив трек-номер. Друг, мы отправили твою посылку на склад и скоро предоставим трек-номер. Будь терпелив. 27 декабря я спрашиваю, получили ли они мою посылку. Трек-номер говорит, что посылка была доставлена 21 числа. 2 января я спрашиваю о ситуации. 4 января приходит ответ: извини за задержку, друг, мы подготовим шлем на замену. Будь терпелив. 10 дней спустя я пишу, спрашивая, пошлют ли мне шлем до китайского Нового года. 18 января мне приходит новый e-mail, где поддержка говорит, что у меня проблема с кабелем, и они вышлют мне замену кабеля. На что я разумно отвечаю, что кабель мне нахер не нужен, так как у меня нет шлема. 20 января приходит ответ: Илья, я проверил по внутренней системе, оба шлема были уже отправлены. Конечно, после всего этого я не верю ни слову поддержки Pimax и прошу трек-номер. И через 3 дня еще раз прошу трек-номер. На следующий день я создаю большой пост на Reddit, описывающий всю эту херобору и дублирующий на форум Pimax. Люди поддерживают меня, пара человек говорит, что ждут ответа от поддержки уже несколько недель. Некоторые восхищаются моей терпеливостью, они-то не знают, насколько сильно у меня уже подгорает. В течение 17 дней я не получаю никаких ответов. В этот период проходит китайский Новый год, и через несколько дней после его окончания мне приходит e-mail. Мы слышали, у вас проблема с шлемом. Мы организовали курьера, который заберет шлем, сообщите ваш адрес и телефон. Одновременно с этим на форуме меня просят проверить мой e-mail. На что я отвечаю на форуме и в e-mail, что шлема нету, объясняю всю ситуацию заново. На что сразу же приходит ответ: пожалуйста, ответьте на e-mail про курьера выше. На что я пишу: алло, шлема нету, он у вас, дайте замену. 14 числа приходит ответ от Суншу, он там самый главный. Привет, Илья, как дела? У нас тут выходные были, скоро с тобой свяжутся, спасибо за терпение. Я отвечаю: заебись, сука, мне никто не отвечает, чё за херня, я послал шлем 2 месяца назад, пришлите мне замену. Получаю сообщение от Леона из маркетинговой команды. Мы проверим, что мы получили шлем от тебя, и тогда отправим замену. Тут же, отправив информацию о посылке, я получил ответ, что Шон организует мне замену. Тот же Шон, с которым я общался неделю назад и месяц назад, и который уже несколько раз обещал мне, что шлем был выслан. Шон ответил через 3 дня, в очередной раз говоря, что да, шлем получили, замену скоро отправим, жди трек-номер. И вот неделю я уже жду трек-номер. Дважды спросив про прогресс, не получил никакого ответа. Параллельно с этим я записывал все сообщения на форуме Pimax, где достаточно много людей отписались, что они тоже ждут замены, многие по несколько недель. Отдельную благодарность хочу выразить Helios Search, модератору форума, кто всеми силами пытается помочь, вызывая сотрудников по именам, но это слабо помогает в итоге. А шлема все нет. Вот такой опыт у меня был. По совету некоторых я решил сделать это видео о техподдержке Pimax и рассказать, как бывает. Я не против задержек, если о них своевременно сообщать, а не обещать лишь бы отстали. И на всякий случай, это видео о техподдержке Pimax, а не о шлеме. Свое мнение о шлеме я буду составлять, когда я его получу. Я добавлю английские субтитры для того, чтобы сами сотрудники Pimax могли его посмотреть. Увидимся в виртуальной реальности.